Всем привет, меня зовут София, и я американка. Сегодня мы поговорим о 5 вещах, которые делают американцы иностранно для русских, и я надеюсь, что я могу хорошо объяснить все эти странные привычки для вас. Я спросила друзей и искала по интернету, и вот то, что я узнала. Я не поговорю о традициях, хотя я много слышала о наших елках, это в другой раз, а сегодня только о людей самых. Номер 1. Мы улыбаемся и спрашиваем «Привет, как дела?» у незнакомцев на улице. Конечно, это первое. Один мой русский друг, который был в США ненадолго, был удивлен, что незнакомые люди говорили ему «Привет» на улице. И он мне сказал «Даже девушки!» Я спросила, почему девушки особенно? И он ответил, это можно воспринять как заигрывание, а девушки редко делают первый шаг, тем более по отношению к незнакомцам. У нас так не делается. Я никогда не думала об этом с этой точки зрения, но мы не флиртуем так. Во-первых, чтобы выяснить это как дела чуть-чуть подробнее, отвечать на «How are you?» не обязательно. В большинстве случаев наше «How are you?» просто значит «Привет». Так что совершенно нормально, если между людьми состоится такой диалог. «Привет, как дела?» «Эй, привет, как у тебя дела?» Во-вторых, насчет здоровиться с незнакомцами на улице у нас две причины. Мы хотим дать знать этому человеку, что мы его видим, потому что у нас не принято притворяться, что мы не заметили кого-то, или что он недостоин нашего внимания, или что он не важный. Это очень некрасиво делать здесь. И да, это правда, что когда мы спрашиваем, как дела, мы не хотим целую историю жизни этого незнакомца. Но мы хотим, чтобы люди вокруг нас чувствовали себя удобно. Или, по крайней мере, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Улыбка показывает, что мы не являемся угрозой. Я бы сказала, что большинство улыбок искренние, даже если разговоры не глубокие. Мне иногда кажется, что русские впадают в крайности в понимании западного индивидуализма, особенно по отношению к США. И вы думаете, что мы только думаем о самом себе. Но бывают моменты, когда даже мы думаем о ком-то, кроме нас самих, представляете? Номер 2. Мы пьем воду со льдом, независимо от погоды. И мы, в общем, любим пить воду. Это правда. И у меня очень сильное мнение о воде. Я не понимаю, почему это странно, когда наш организм требует воду больше всего. Мне не хватало воды в России, потому что я не знала, что вся ваша вода из бутылок, и надо ее купить. Вода не бесплатная, даже в ресторанах. И каждый раз мне надо пояснить, что я хочу воду без газа, потому что газированная вода везде, и это для вас нормально. How is that your immediate go-to? How is that the fallback plan? В США в ресторанах, если вы говорите, я хочу воду, пожалуйста, они даже не спрашивают, газированную или без газа. Официант принесет нормальную воду. Because it's not even a question we ask. И, может быть, это было просто в больших городах, где я была, но нельзя пить воду из раковины. И где питовые фонтанчики? Правда, что у меня очень сильное мнение о воде, и если бы я знала, что у меня была бы такая борьба за воду, я, наверное, не бы изучала русский язык. Номер 3. Мы постоянно пьем кофе по ходу. Да, по какой-то причине в нашей культуре стало популярно спешить все время и быть занятым человеком. Другой ответ к нашим «как дела» не только «хорошо, спасибо», но и «ой, знаешь, я так занята, gotta go». И много из нас работаем больше, чем должны. Мы не пьем кофе, чтобы наслаждаться напитком. Мы его пьем, потому что успех нашего дня зависит от сколько энергии мы можем бросить на работу. Наша тревожность через крышу. И еще хуже, если мы хотим сделать что-то приятное с друзьями или для себя, а не бегать туда-сюда, тогда нам надо постараться, чтобы выкроить немного времени
Словно это поход к врачу. Okay, how does 2 weeks from now look? You already have something that night? No, yeah, Saturday won't work for me. I have to go into the office that day, so I'll be too tired. Wait, I think I can squeeze you in next month. I'm looking at a 30-minute window on the afternoon of the 15th. Uh-huh. Yeah? Perfect. Great, yes. See you then, Mom. И даже когда мы не на работе, мы найдем другие вещи, чтобы заниматься. Я высмеиваю себя, потому что это тоже обо мне. Представляете, моя цель на следующий месяц – это иметь достаточное время, чтобы просто ходить в парке. Я редко пью кофе, но у многих есть расписание хуже меня, и они родители, и это добавит сложностей. Я совсем понимаю их любовные отношения с кофе. Номер 4. Дома мы носим обувь, а не туфли. Это зависит от семьи и места. Наша обувь чище, потому что в обычных местах нет грязи на улице и не часто в машинах, где тоже нет грязи. В нашей квартире мы носим туфли, но это не значит, что мы считаем, что другие, которые носят обувь, бескультурными, наглыми. We don't care. Номер 5. Честно говоря, я не знаю номер 5. Я много об этом думала, но я не могла найти что-то, что все мы делаем каждый день. Мы одеваемся по-разному. Некоторые любят американский флаг слишком много, но не все. У нас большие порции в ресторанах, но мы не все едим за один присест, так что этот пункт не имеет смысла. Кстати, о еде в США. Это очень большая тема, о которой все иностранцы хотят говорить. Сахар, фастфуд, порции и так далее. Но даже когда я думаю о еде в США, я думаю о политике. Важно учитывать многие факторы, как наше управление по контролю за продуктами и лекарствами, социоэкономический статус человека действительно влияет на его способность вести здоровый образ жизни по ряду причин. It's a whole mess. Я ненавижу говорить о политике вообще, но особенно на иностранном языке, так что я не буду. Я сдаюсь. Но если вы бывали в США или вы что-то знаете о нас, пожалуйста, напишите мне мой номер 5 в комментарии. Это что-то, которое американцы регулярно делают и которое вам странно, или на которое у вас вопросы. Если вы замечаете что-то интересное или имеете альтернативную точку зрения, например, вы думаете, что мы флиртуем, когда говорим «привет», то, может быть, я поговорю об этом в другом видео. Ну все, спасибо и до встречи.